Скажи, мне очень много вопросов, я сейчас анализирую соцсети, очень много вопросов вызвал поединок Кадаретти Квиквине по судейству. Как ты думаешь, если бы... Гена и Кадаретти, если было бы более строгое судейство, был бы другой результат, как ты думаешь? Был бы другой результат, как ты думаешь? У одного, что второго, у кого первого, у кого второго, то есть 100% там можно было и другого, надо понимать, кто там первый это делал. Вот я смотрел, вот именно у них Арбай такой был грязный в этом плане. И многого не видели. Но ведь получается так, что он был грязный, если бы судили строже, он мог бы превратиться в армфайт, который по фолам бы закончился. Ты даже не знаешь, что хорошо, что плохо. Ты мне скажи, Нет, а вот опять же получается... Правильно говоришь, может быть, там вообще еще хуже было. Но правило есть правило, понимаешь? Смысл в том, что лучше, пускай они там по фолам проиграют и будут стремиться их больше не делать. Потому что они там орут друг другу, у того фол, понимаешь? В итоге, я так понимаю, им уже было наплевать, они там уже делали все, что хотели. Когда судьи уже, наплевательски относятся на положение локтей на подлокотнике, наверное, они уже, даже понимают то, что судьи к этому спокойно относятся, и можно дальше продолжать это делать. Но получается, что не было в тот момент судьи с таким авторитетом, который смог бы вот эту вакханалию прекратить. То есть получается, видишь, что судьи тоже не виню. Потому что он смотрит на один локоть, в этот раз отвлекается от второго локтя. Поэтому видеокамеры по-любому надо ставить. Потому что это некрасиво. Лучше пускай пополам проиграет, и пускай дальше учатся соблюдать правила. Бороться. Конечно. А ты обратил внимание, что как часто мы в обсуждении соревнований вспоминаем Игоря Мазуренко? То есть в какие-то моменты мы его ругали за какие-то вещи, да? Вот он сейчас соревнования не проводит, и мы начинаем, что вроде как бы и система нужна там с боями, с титульными, и камеры уже не так плохо. Все-таки потому что это честно. Я же тоже говорил, лучше проиграть по правилам, чем даже выиграть по правилам, чем не по правилам. Потом тебе будут все пальцем тыкать. Поэтому тут... Да, вроде победа есть, а вроде как бы и... Да, вроде у тебя непонятно как. Кубок отдали, а сам смотришь и даже сам понимаешь, что да, действительно был фол. Поэтому тут... Слушай, ну если мы возьмем... Грань, где... Опять же, такой поединок, Чефи, и поединок Кадаретти и Квиквини, это вот поединок верха, да, против трицепса. Да. Вот, и в таких поединках я обратил внимание, что... в таких поединках я обратил внимание, что верховики очень часто начинают проигрывать. У тебя вот есть оружие против такой борьбы в трицепс? Как ты борешься? Вообще любишь ты таких соперников? А мы с ним боролись, я не помню. В принципе, надо не давать ему войти туда. Максимально быстро его атаковать. Не дать ему сделать свое движение. То есть у меня проблем, наверное, когда заходили люди, у меня не было проблем. Именно когда в трицепс заходили. Тут другое дело, когда он в трицепс заходил, он слишком далеко за середину уходил. И тогда, когда Квиквини атаковал верхом, он поэтому и чаще фалил, потому что уж очень большой нужно было угол брать. Еще дальше, чем обычно это бывает. Поэтому, возможно, они и фалили там. Ну, это опять вопрос к судьям, правильно? Или как?
То есть что у нас там правила говорят? Нет, правила же не ограничивают. Причем тут судьи? Они борются, просто надо контролировать локти и все. То есть, если не смог, не сумел, значит, тебе фол. Просто, Я может, понял. он и рассчитывает на это, понимаешь? Может быть, может быть.